Итак, Бали – это второй эпизод нашего путешествия. В перерывах между классами танго мы изучали остров и первым делом отправились в небольшую деревушку Сибату, которая находится прямо посреди джунглей. Здесь нам предстояло пройти обряд очищения Мелукат. Местные жители утверждают, что вода здесь святая. Чтобы добраться до храма и до источников, вам придется преодолеть много-много ступенек вниз. Я то и дело останавливалась и любовалась этой красотой, утопающей в зелени. То и дело фотографировала, не забывая, что дорога назад будет не из легких. Балийцы считают, что в каждом из нас есть узлы негативной энергии, и только с помощью святой воды из источников можно быстро от нее избавиться. Также можно очиститься от ненависти, гнева, плохих мыслей, вылечить депрессию и привлечь положительную энергию. Если честно, я на это купание не решилась. Может, оно и зря. Но нужно же было кому-то снимать для вас это видео, пока Володя очищается на водопаде. Обалденно классно, потому что эта энергетика от воды, она такой, придает здоровье, ощущение, вообще супер, у меня вот нет слов. Да? Да. Классно. Я за тебя рада. Я узнала, что на Бали существует целых 7 разновидностей этого обряда. Мелукат проводится в день рождения человека, чтобы избавиться от плохих черт характера. Мелукат проводят с младенцами, это сродни нашему крещению. Мелукат необходим, когда случается что-то очень плохое. И отдельно проводят мелукат для избавления от болезней. Молодожены тоже перед свадьбой обязаны пройти этот обряд, чтобы войти в новую жизнь чистыми и обновленными. На Бали особенно почитаются храмы, имеющие свои источники или построенные вблизи озера или океана. Считается, что вода несет позитивную энергию. Вот эти ребята сидели у источников очень долго. Видимо, основательно решили подойти к этому вопросу.
Очередной вечер в отеле и снова танго. Надеваешь туфли, звучит музыка откуда-то из далекого прошлого, и ты сразу забываешь, что находишься на волшебном острове. Забываешь про эти рисовые поля, водопады, вулканы. Это завтра Бали заиграет для нас новыми красками, а сейчас я погружаюсь в какое-то беззаботное прошлое. Почему-то мелонги ассоциируется у меня с прошедшей эпохой. Новый день и новая экскурсия. В этот раз едем в уникальный храмовый комплекс Гунун-Кави. Храм расположен около реки, и чтобы до него дойти, нужно снова преодолеть крутой спуск. Вдоль лестницы тянутся живописные рисовые террасы, утопающие в зелени. Вдоль ступенек сувенирные лавки, из которых на вас смотрят с улыбкой и надеждой. Балийцы ненавязчивы. Если вы ничего не хотите покупать, молча проходите мимо. Они просто доброжелательно посмотрят вам вслед. Вот только с погодой не повезло. Небо просто рыдало весь день. Хотя, знаете, дождь нисколько не портит Бали. Достаточно просто запастись зонтом или непромокаемым плащом. А под дождем балийские пейзажи еще прекраснее. Гунун-Кави – это самый древний индуистский пещерный храм на Бали. Храм и гробницы обнаружил в начале прошлого века голландский археолог внутри скальной пещеры, разрушенной после землетрясения. Четыре барельефа на западном и 5 на восточном берегу реки. Кажется, это гробницы, и на каждой из них написаны имена, но никто не знает этого наверняка. Вскрывать эти сооружения по балийским религиозным законам категорически запрещено. И еще мы точно знаем, что умерших на Бали обязательно кремируют. Ученые предполагают, что построены они 1000 лет назад. Существует множество легенд происхождения этого комплекса. По одной из них местный король построил храм в честь своих родителей. А, нет, господи. Маска. Нам удалось побывать на самом популярном представлении на Бали. Это танец кичак, в котором отражены живые легенды и моральные ценности балийцев. Это не просто развлекательное шоу, а очень даже познавательное. Все эти сцены взяты из известного индуистского эпоса Рамаяна. Считается, что такое ритмичное пение вводит в транс и отгоняет злых духов. В общем, это настолько непривычно для европейца, что может быть очень любопытным. Перед представлением вы получите листок с кратким описанием сюжета. Приходите заранее, чтобы занять лучшие места.
Уникальность танца кичак состоит в том, что в нем не используют никакие музыкальные инструменты. Музыка исходит только от криков и колокольчиков, прикрепленных к танцорам. Кто-то из вас скажет: ну, представление на любителя. Ну что ж, здесь, пожалуй, не поспоришь. Кичак идет на многих площадках острова, а мы попали на него в небольшом храме у Будды. Танец кичак рассказывает историю любви Рамы и Ситы, которую похитил злой демон Равана. В традиционном танце кичак участвуют только мужчины, как правило, от 50 до 150 человек. Танцоры сидят в кругу вокруг большого костра и кричат «чак-чак-чак» на протяжении всего шоу, в то время как несколько персонажей танцуют между ними. Все танцоры, за исключением главных персонажей, одеты только в саронги. Это черно-белая ткань с квадратными узорами, обернутая вокруг талии. Смотри, какой папоротник огромный. Небольшие рекомендации. Самое лучшее время для посещения этого водопада – будние дни, и лучше всего прямо с раннего утра. Примерно до 9 часов самое лучшее освещение. И не забудьте удобную обувь. Помаши рукой, улыбнись. Проходя по ручью между скалами, нас спасали коралловые тапочки. Очень скользко. Кстати, по дороге вы можете переодеться и оставить вещи в камере хранения. Здесь это предусмотрено. Иди. Момент прохождения этого, как это называется? Затерянные в пустыне. Да, затерянные водопады. Водопад Тукат-Чипунг – один из самых запоминающихся. Чтобы к нему подойти, нужно спуститься в узкую расщелину между камнями. Он как будто в пещере.
Спустившись к подножию, можно постоять прямо под его струями. Но не думайте, что вы сможете долго наслаждаться этим. Как правило, здесь всегда большие очереди. Всем хочется сделать инстаграмные фото. Так что проведете вы здесь несколько минут. Но поверьте, оно того стоит. Когда вы спуститесь в ущелье, Тукат-Чипунг будет по левую руку, а на обратном пути мы прошлись вправо и искупались под таким чудесным водопадом. Он небольшой, но приятным бонусом был этот бассейн. Вода бодрит, но освежает, особенно перед предстоящим подъемом. Впечатления незабываемые. Такое волшебное место мы сейчас Как посетили. минимум этот водопад стоит посетить, и после него неплохо почилить чашечкой кофе, Да. либо с бутылочкой пива, либо Или с бутылочкой смузи, вина, ласси, или вот или чё такие. покрепче. Да ладно, у нас вот кока-кола, ласси. Ну, в общем, посмотрите, ребята, какой классный. У нас вид на джунгли. Вот. Это вот мы сейчас только поднялись с водопадов. Спускались по лестнице очень долго и постояли под водопадами. И сейчас мы вот в таком красивейшем месте посреди джунглей. There's so much room over there. В последний вечер танго-ретрита у нас была мелонга в маленьком, но уютном кафе в Убуде. Возвращались в отель уже поздно ночью, а на следующий день нас уже звала дорога в местечко Туламбен, в небольшой, но красивый отель Тойя Бали, где мы планировали заняться дайвингом. Но об этом подробнее в нашем следующем ролике. Не переключайтесь.